Друзья, отложите все свои дела на ближайшие полчаса. Возьмите ручку, бумажку, заварите себе чай или что вы там употребляете, потому что сейчас я вам буду рассказывать, как перевести свой автомобиль на электротягу и больше никогда не платить за бензин. Рассказывать я буду не просто какие-то теоретические домыслы, а конкретно на примере того, что сделали мы. Это наша электрожига. Мы ее тестировали много раз уже, много видосов с тестами было. Мы выяснили, что запас ее хода больше 100 километров, в ней чуть больше 100 лошадей и почти что 400 ньютон-метров крутящего момента. При этом мы ее насиловали как могли, и она выжила. То есть это полностью работоспособный прототип. И весь комплект, который установлен в эту машину, можно поставить в принципе в любую. Сегодня мы вам расскажем, из чего она собрана, сколько это стоит. Тот способ, который мы вам сегодня опишем, является, по нашему мнению, самым дешевым и самым лучшим. Самое идеальное соотношение по вложенным деньгам и полученному результату. Если вы захотите с этим поспорить, то вы должны учесть тот факт, что эту машину проектировали, собирали люди, которые преподают в универе, в техническом, у которых по несколько высших образований, и у них огромный опыт в этой сфере. Это далеко не первый их электромобиль. Поэтому прежде чем спорить с каким-то техническим решением, примененным здесь, подумайте, с кем вы спорите. Вы спорите не со мной. Плюс там мы еще сделаем небольшое такое сравнение, потому что есть два пути, как перевести машину на электротягу. Первый путь — это наш путь. Мы берем просто какой-то мотор, просто какой-то контроллер, какие-то батареи, все это соединяем и поехали. И есть второй способ, которым пошел Костя. Это вы берете заводской электромобиль, вытаскиваете из него всю начинку и запихиваете в свою машину. То есть делаете полный свап. И интересно, а по деньгам, нужно уже сравнить, и по деньгам у нас что? Там на самом деле огромная разница. Кажется, что вроде все одинаково, а разница огромная. И сложность работ, и ремонтопригодность итогового продукта, который у вас получится, и цена. Значит, цены. Самое дешевое у нас, конечно же, получается Nissan Leaf. Ну, все его знают, и все в пример его всегда ставят. Значит, он где-то, вот на Дроме я смотрю, 435 цены, вот 355 есть, это же такая тема, 355, готовый электромобиль, свапнули и поехали. 340 я вижу. Разные цены, есть подороже, есть подешевле, но сразу же вам скажу, что у вас ни за что не получится купить за 350 электромобиль и свапнуть это в свою какую-нибудь там другую машину и ездить, радоваться годами, не платить за бензин. Этого не бывает, потому что за такую низкую цену, если вы покупаете электромобиль по низу рынка, сразу же готовьте 1300 на замену батареи, потому что их вам уже не будет фактически, они будут мертвые абсолютно. И еще огромное количество подводных камней, о которых я сегодня вам расскажу. Итак, не будем долго медлить, сейчас я буду рассказывать, из чего же сделан наш электромобиль. И не просто так. Мы находимся на мусорном заводе. Ну, во-первых, мы на Жиге, куда же ей еще деваться, да, в конце концов. Во-вторых, экология и все дела, мы же здесь вот за вот это вот все не просто так боремся. А в-третьих, в конце вы увидите дичь, потому что мы для вас кое-что приготовили. И для этого нам нужен будет мусорный завод. Погнали рассказывать, что у нас и как сделано. Итак, сердце автомобиля. Мотор. Здесь у нас стоит 3А постоянен то. Что? Я ничего не могу понять, что здесь написано. Я вам выведу. Сейчас будет пролет этого шильдика, сами разбирайтесь. Изначально он на 15 киловатт. Однако мы его немножечко прокачали. Как оказалось, электродвигатель поддается тюнингу очень хорошо, даже лучше, чем ДВС. Значит, что в нем сделано? Ну, сначала, что в результате получилось? Изначально его номинальная мощность 15 киловатт. Он потребляет 80 вольт. Сейчас он потребляет 160 вольт, и его фактическая, замеренная на стенде мощность колес 102 лошади, а фактически его еще больше, то есть больше 80 киловатт с 15. Вот. Как это было сделано? Если вам интересно, кстати, забыл сказать, если вам интересно узнать характеристики этого автомобиля, его мощность, моментность и так далее, и динамика его разгона, посмотрите видос, я ставлю ссылку в описании, предыдущий видос по этому проекту, там мы все вот это подробно рассказали, все показали, все замерили. Интересный видос, посмотрите его. Так вот, что сделано конкретно с этим мотором? Значит, во-первых, здесь поменены щетки. Поменены они на серебро. Там содержание серебра. Они покрыты серебром.
Что нам это дает? Это дает, мы, во-первых, больше его можем крутить, щетки не так стираются, не засирают всю внутрянку, при этом еще что-то там было намучено, короче, его с подключением, с возбуждением. Здесь можно, здесь отдельный видос можно снимать, как повысить мощность мотора. Я думаю, что все вы электрики, судя по тому, что вы пишете в комментариях. Если что, вы можете просто загуглить, как увеличить мощность, потому что есть разные виды подключения мотовозбуждения, параллельное, последовательное. Серийные, да. Ну, короче, вот это все гуглится, потому что я не буду здесь еще 2 часа вам читать по основам электротехники лекцию. В общем, этот мотор поднят в своей мощности в дохера раз. Собственно говоря, преимущество... Теперь вот как раз-таки на эту тему, на этом моменте нужно рассказать, в чем разница между мотором вот этим и мотором... Нет, сначала нужно ценник сказать, да? Вот такой мотор — это минимум, который вам нужен. Мы экспериментировали с более слабыми моторами, они разгоняют машину, но разгоняют очень медленно. Это невозможно ездить в потоке, это невозможно эксплуатировать каждый день. Вот этой мощности это минимум. То есть не рассматривайте вот такие моторы слабее. 80 киловатт, полученных в итоге, чуть больше, с колес 80 киловатт, это минимум, чтобы вы могли спокойно ездить. Я хотел сравнить вот этот мотор с мотором электромобиля заводского, потому что если вы зайдете на дрон, вы увидите, что моторы от Лифа продаются типа 35 тысяч. И вы такие, за 35 сейчас куплю. Ни хрена вы не купите. Продаются эти моторы за 35 тысяч только потому, что они не ремонтопригодные фактически, их хрен починишь. Если вы купите самый дешевый Nissan Leaf и у вас накроется мотор, вы побежите на дром обратно покупать мотор новый, который будет тоже бэушный. А этот мотор, он очень ремонтопригодный. Что с ним может случиться? Что-нибудь, если вы подпалите даже, разобрали его, поменяли там что-нибудь, перекрутили, щетки поменяли, все, и поехали дальше. Подшипник какой-нибудь поменяли, поехали дальше. Если вы поставите сюда, свапнете мотор от самого дешевого Nissan Leaf, в любой момент раз и до свидания. При этом этот мотор, вот этот коллекторный, это коллекторный мотор. Производители ставят на свои электромобили бесколлекторные моторы. Почему? Потому что они меньше весят, они меньше в габаритах, и все. И они необслуживаемые, по сути дела. Только поэтому. Ну и, конечно же, когда они накроются, вы побежите к производителю за новым мотором. Этот мотор большой, тяжелый, но у него больше КПД. Вы можете посмотреть по характеристикам. Мощность здесь столько же, сколько и в Nissan Leaf, но момента здесь намного больше. Производительность этого мотора больше. Сколько стоит этот мотор? Такой мотор был куплен новый, и он стоил что-то около сотки, да? 110 тысяч. 110 тысяч, но это новый. Это двигатель от погрузчика. Вы можете найти такой мотор бэушный. Опять же, из его чудовищной ремонтопригодности не страшно покупать. Вы просто смотрите на его состояние. В принципе, крышку сняли, посмотрели, проводка не поплавившаяся. Ну, нормально. И завал покрутили, крутится, не хрустит. Вон, все четко работает. Все, можете покупать. Их можно найти даже за 40 тысяч. Ну, если вы поищете, можно. Не всегда они есть в наличии, но бывает, потому что от погрузчика штука достаточно популярная. В общем, этот мотор вам смогут починить в любом сервисе, где перебирают стартеры, где перебирают генераторы, потому что он практически ничем не отличается, просто он больше, по сути дела. По поводу охлаждения, у него с завода вот здесь вот стоит такой вентиль, и у него воздушное охлаждение, то есть никаких антифризов, не надо никаких радиаторов, не надо ничего чистить, он просто продувается сам. Наш мотор был пристегнут через переходную пластину, которую вам любой токарь сделает, к коробке. И да, коробка здесь абсолютно не обязательно. Мы все равно ездили только на 5-й передаче, и мощность этого мотора, его моментности хватит, чтобы просто кардан подсоединить и сразу же на задний мост. Если вы будете ставить такой мотор на переднеприводную компоновку, то вам нужна будет коробка в любом случае, чтобы, ну, либо делать какой-то самодельный прямо редуктор, чтобы поставить мотор поперек, да, и вот у вас пошли, откуда должны же начинаться привода. Кто-то спрашивал в комментах, можно ли на передний привод. Да хоть куда. Можете его в багажник поставить и сделать вообще что угодно. Он крутит коробку, как обычный ДВС. Тем не менее, зачем мы сделали здесь коробку? Во-первых, это был экспериментальный вариант. И мы сделали коробку, чтобы можно было выжать сцепление, если произойдет что-то подобное.
Кто смотрел видос про замеры этого мотора на стенде, те знают, что у него чудовищный момент, но крутится он по сути до 2500, не более того. Дальше он полностью сдувается. И нам нужна коробка с повышающим рядом. Здесь пятиступка, но даже ее не хватает. То есть на этой коробке максималка у нас 90. Если поставить сюда какую-нибудь дизельную коробку, нормальную, под дизельный мотор, тоже низовой, то скорость увеличится максимальная, очень хорошо увеличится. И для этого нужна коробка. Да, еще есть такая мелочь, как тормоза. У вас же нету вакуумника, у вас нет вакуумной системы, поэтому мы, допустим, взяли вот такой электрический вакуумник от Volvo же, да, от какой-то, от XC90, по-моему, да. Но, в общем, можете погуглить, на многих машинах есть вакуумный отдельно стоящий вот такой насос. Электрика – самая сложная система в электромобиле, что логично. Вот в этом пункте наш вот этот подход, когда все собирается своими руками, он выигрывает у подхода свапа из Nissan Leaf. Почему? Потому что, во-первых, самое главное, у Nissan Leaf здесь в батареях у него постоянка, а мотор у него на переменке работает. Это уже огромный какой-то инвертор. Это потери, это сложность проводки. Потом у него огромное количество блоков, огромное количество проводов. Далеко не каждый электрик правильно это все сделает. Вы сами в гараже без опыта все сожгете нафиг. То есть это нужно иметь какие-то руки и огромное количество времени, и не дай бог вы где-то что-то ошибетесь. Здесь все намного проще. То есть, грубо говоря, вот наш контроллер, смотрите. Если очень грубо, то вам нужно подключить 3 провода. Все! Вы все подключили. Есть еще мелкие нюансы по периферии, но это тоже все элементарно. Смотрите, из чего состоит наша система. Это обычный был пакетник на переменке. Его немножечко переделали на постоянку. Он дает силу от батарейки на мотор. Короче, контактор сделан своими руками. Стоит копейки, просто в строительном магазине немножечко переделали и все. Педаль. Понятно, что электронная. От АвтоВАЗа. Мы же в Жигу, в конце концов, строили. Это от Калины, короче. От Калины заводская педалька стоит копейки, не знаю точно, но 1500, новая, да? Новая. Вообще фигня. Вот это вот, хотя я говорил, что инвертор это плохо, это инвертор. Также к нему прилагается вот такой вот блок, 12-вольтовый аккумулятор. По сути, просто... Здесь стоит титанат, но здесь не обязательно, здесь может стоять обычный кислотно-щелочной аккумулятор, автомобильный, самый дешевый. Для чего он нужен? 12 вольт есть в любой машине, в электрокаре, в любом, и даже в Nissan Leaf, несмотря на то, что у него на переменке работает мотор. Эта штука нужна, чтобы запустить все системы, то есть все блоки управления. Кстати, по поводу титаната, мы к нему сегодня еще вернемся, когда я буду говорить про выбор батарей. Ребята, вместо кислотно-щелочных аккумуляторов они делают вот на 3D принтере распечатывают вот такую вот Катюшу, вот так вот ставите на крышу, пиу-пиу делаете. Сюда вставляются ячейки титаната, у вас получается 12-вольтовый аккумулятор, но с диким пусковым током. Ровная полка по напряжению. И ресурс. А сколько ампер-часов? В этом 80. 80 ампер-часов, но при этом они очень ресурсные. Самое главное, значит, в электрике это контроллер, понятное дело. А этот контроллер стоил около 100, да? Что-то около 100, но не обязательно покупать такой. Под эти параметры вы вряд ли найдете что-то бэушное. Вот прямо совсем очень сомневаюсь. Скорее всего, вам придется где-то заказывать. Заказать такой контроллер можно где-то от 85. Однако здесь можно очень сильно сэкономить. На свой страх и риск, сразу говорю. Если вы, оказывается, гениальный электрик, микроэлектрончик, либо у вас есть такой гениальный друг. Вы можете сами, своими руками сделать контроллер на базе шим. Он будет стоить просто копейки. То есть там вот эти элементы в магазине вы купите, там, я не знаю, 1000 на 10, наверное, набрал, этого вот так вот хватит и все. Даже меньше, какие-то 10, там вообще просто копейки это все будет стоить. Но это нужно знать, как сделать. Либо искать человека, который вам сделает. Вы приходите и говорите, вот у меня батарейный блок 160 вольт, вот у меня электронная педаль, вот у меня мотор, который потребляет 160 вольт. И любой электрик с руками и с головой вам сделает такой контроллер. Как называется конкретно этот контроллер, я вам не скажу, да? Я же не скажу, как конкретно этот называется. Потому что у него нет названия, он под заказ сделанный. Это сделал Сяо Цзинь, кто-то там, который живет в Китае, и вам это ни о чем не говорит. Главное, что вам нужно запомнить. Либо под заказ, либо сами, своими руками это реально сделать.
Как заряжать электромобиль? Здесь есть два способа, и я знаю, какой вы выберете. Вот явно не этот. Это типа заводское исполнение. Есть зарядная база, которая стоит 500 000. На этом я не буду дальше даже рассказывать, потому что 500 000, держи, забирай, вас уже не устроит. Поэтому есть способ намного дешевле. 500 000, 20 000. Вы выберете за 20 000, я знаю. Вы просто берете два трансформатора по 10 000 рублей на 160 вольт, вкидываете их в систему, и от 220 вольт, если у вас 15 киловатт есть, то за часа полтора-два вы зарядите полностью эту машину. Все, что нужно знать про зарядку. Так, про электрику я вроде все сказал, да? Все. Теперь переходим к самому интересному. Батарейный блок. Кто-то из вас подумает, что я сейчас вот это вот все вот куплю, бэушное, здесь контроллер сам все сделаю, поставлю сюда кислотно-щелочных аккумуляторов, полный салон на багажник, буду ездить, показывать в окно факт всем, кто поехал на заправку, потому что мне не надо. Нет, вы так делать не будете. Видите ли, вот эти батареи, которые у нас стоят, это минимальный набор. Вот только на этих батареях, на этом количестве батарей машина может проехать больше 100 километров. И машина может как-то разгоняться, она уверенно держится в потоке, и ей хватает мощности. Это трехкомпонентный литий, никель, марганец, кобальт. Его плотность энергии 220 ватт-часов на килограмм. Чтобы вы понимали, всеми любимый титанат 70. Правильно же, 70, да? 70 ватт-часов на килограмм. Кислотно-щелочные 36 ватт-часов на килограмм. Вот это минимальный набор. Вы можете вместо этого поставить титанат. Но так как в титанате в 3 раза меньше плотности энергии, вам титанат нужно в 3 раза больше. Вот эти батареи весят 100 килограмм. Вам титаната придется подложить 300 килограмм. У вас будет весь салон и весь багажник в титанате. У вас Свинца 600. Что свинца? Свинца в 2 раза больше, чем титаната потребуется. Ну да, а свинца, ну обычных кислотно-щелочных, вам потребуется 600 килограмм. 600! Куда? Вот этот набор батарей стоит 240 тысяч. 240. Плюс этих батарей заключается в том, что они абсолютно безопасны. Даже если вы пробьете корпус в случае ДТП, максимум, что вы получите, это небольшое задымление. Это не вспыхивает, в отличие от Теслы, которая горит просто так и без ДТП, и без причины. Дальше, в отличие, многие блогеры используют, когда строят электромобили, используют железофосфат. У них намного меньше плотность энергии. В железофосфате 160, а здесь 220. И плюс очень важная вещь – это ресурсность. У этих батарей в спутниковом режиме, когда вы не высаживаете в ноль, а просто высадили, что машина уже все, говорит, дайте мне зарядиться, вы их заряжаете. 8000 циклов. Вы столько не проедете на машине, у вас все сгниет, вы умрете раньше. А у железофосфата 3000. То есть вот эти батареи выигрывают по всем фронтам. И, кстати, они же, ты говорил, дешевле, чем титанат, да? Если собрать вот 160 вольт титанатовых, вот эта штука будет еще дешевле. И, кстати, музыканты, вот кто со звуком занимается, берите на вооружение. Огромное преимущество вот такого исполнения, опять же, самодельного над заводским, заключается в том, что когда у вас в вашем бэушном Nissan Leaf накроется батарейка, вы будете менять батарейку целиком. Если здесь посыпется одна из ячеек, вы меняете одну ячейку. Она стоит всего лишь 24 тысячи. Поэтому, когда вы покупаете заводской электромобиль, вы должны четко понимать, какой у него реальный пробег. Когда вы покупаете машину на дроме, вы там можете узнать всю информацию, в том числе юридическую и в том числе реальный пробег. Это очень важно, когда вы покупаете бэушный электромобиль, потому что вы на такие бабки можете встрять, что он вам не нужен будет, поверьте. К этому всему прилагается вот такая штука, плата BMS. Она следит за этими батарейными блоками, за их состоянием. И если что-то как раз-таки случилось, она их и отключит, она следит, какая из них сколько выдает, и она их балансирует. Эта штука стоит сколько? 30 тысяч. 30 тысяч рублей. Итак, рентабельность. Мы выяснили, что наш способ, когда все вы делаете своими руками из купленных где-то элементов, это намного проще, намного ремонтопригоднее, самое главное, дешевле, чем вы покупаете готовый электрокар и все свапаете. Кому это выгодно? В первую очередь, это, конечно же, люди, которые живут где-то в отдалении от цивилизации, где нету сервисов, чтобы поменять масло в ДВС, нету заправок, чтобы заправить его. Вы один раз купили вот этот комплект, и все, у вас машина без проблем, по ночам заряжаете, днем катаетесь, никаких проблем нету.
Потом это, конечно, уже коммерческая деятельность. Например, спецтранс номер 1, они переводят весь свой автопарк на электротягу. Вы представляете, сколько горючки в год сжирает мусоровоз? Вот теперь они этот вопрос для себя плавненько закрывают. Ну и плюс еще есть всякие сопутствующие преимущества. Например, они по ночам могут вывозить мусор, потому что их машина едет по двору абсолютно бесшумно. Ну и днем тоже никого не беспокоят своим присутствием. Как это все сделать? Только своими силами на данный момент. Не стоит писать нам в личку, что помогите нам перевести на электротягу. Не стоит писать этим ребятам, помогите нам перевести, потому что мы этим не занимаемся. Мы не знаем, даже больше вам скажу, я не знаю, где они купили это все. То есть я вам рассказал ценники, но где это купить, я не знаю. Они это, говорят, коммерческая тайна, потому что это логично, да, им нужен автопарк. Если вы сейчас пойдете и все выкупите, они в автопарк себе что будут покупать? Поэтому ищите сами. Вот. Как это сделать? Только своими руками. Мы не знаем, как это делается, потому что здесь целая коллегия инженеров это все собирала. А эта коллегия сейчас занимается своим автопарком, им не до ваших машин. Поэтому, может быть, они сказали, в перспективе они это дело максимально изучат, построят небольшой заводик и будут брать заказы. Но на данный момент этого нету. По поводу Жиги. В Жигу, конечно же, нету смысла это свапать. Если у вас машина там что-то как-то посерьезнее, с большим расходом, тогда вы подумайте. Но в Жигу свапать, столько вкидывать денег, если вы просто живете в городе в большом, где нет проблем с сервисами и заправками, я думаю, что смысла нету. И именно поэтому мы оказались на мусороперерабатывающем заводе. Мы оказались не на простом заводе, это один из самых современных в России мусороперерабатывающих заводов, и в нем работают даже нейросети. Весь мусор с ваших дворов свозится сюда, закидывается в специальный шредер, где измельчается на более мелкие фракции. Дальше магнитная лента отделяет все железное, и это все идет на переработку. Дальше динамическое сито отделяет пищевые отходы, это все идет на компостирование. Дальше идет воздушный сепаратор, который разделяет оставшийся мусор на легкую и среднюю фракцию. И дальше работает нейросеть. По ленте едет мусор. Нейросеть по изображению видеокамеры распознает в мусоре пластиковые бутылки, алюминиевые банки и дает команду специальным роботам, рукам с присосками забрать их с ленты и отсортировать. Потом весь этот пластик утрамбовывается, упаковывается, сворачивается в специальные такие вот кубики и идет на переработку. В результате на выходе из всего вашего мусора всего лишь 17% идет на свалку, на полигон, а все остальное идет во вторсырье в переработку. И нас в этом всем больше всего интересует, конечно же, шредер, который измельчает мусор. Наша Жига превратилась в мусор, потому что она вышла с завода АвтоВАЗ. К сожалению, так произошло. И нужно вернуть ее в свою вот эту вот стезю. Мы не будем использовать тот главный шредер, потому что мы его боимся испортить, но у них на задворках стоит еще один шредер. Он, сразу говорю, рассчитан на мелкий бытовой мусор, а не на огромную железную машину. Нам интересно, кто победит. Жигу нужно уничтожить. Но парни сказали, если сломается шредер, починим. Но по идее он не должен его переработать. Но мы посмотрим. Жига победила в очередной раз. Но хлебало у нее отгрызло знатно. Итак, в рамках этого проекта мы узнали, сколько же стоит перевести машину на электротягу. И, возможно, кому-то будет выгоднее просто взять, продать свою машину и купить готовый заводской электрокар. У вас не будет вариантов, как он будет выглядеть, какой у него будет кузов, потому что вы купите заводское исполнение, но меньше геморроя, и у вас уже готовый заводской электрокар. А покупать его лучше на Дроме. Там вы покупаете максимально дешево и максимально безопасно. Ссылку на Дром я оставлю в описании. Что касается нашего вот этого комплекта электрооборудования. Если мы сейчас согласуем с местным начальством продолжение нашего вот этого всего движения, то мне очень хочется попробовать узнать, что такое электро-оффроуд. И я бы с удовольствием бы запихнул это все в какой-нибудь УАЗик, лифтанул его и посмотрел, что может электротяга, вот этот низовой момент безумный в условиях оффроуда. Подписывайтесь на канал, пишите в комментарии все, что вы думаете на эту тему про электро-оффроуд. Вот, а мы почитаем. Увидимся.
Рубрика «Глупые вопросы», потому что очень много людей, к сожалению, у нас население не все грамотное, они хотят обмануть физику, обмануть природу, но обманывают сами себя. Нам на полном серьезе под каждым видосом предлагают поставить генераторы. Генератор либо на мотор, либо на кардан, либо на колесо поставить генератор, ведь он вырабатывает электричество, а мы используем электричество. Так вот, друзья, есть такая штука, называется КПД. КПД не может быть даже 100%, не то что больше 100%. Генератор, сколько бы их ни было, какие бы они ни были самые модные и крутые, они будут только дополнительно высаживать батарейку, потому что, чтобы их раскрутить, нужно энергии больше, чем то, что они выдают. Это, во-первых. Второе, дизель-генератор. Наш мотор на стенде показал с колес около 80 киловатт, то есть на маховике около 100, где-то там чуть меньше 100 киловатт. Загуглите, как выглядит дизель-генератор на 100 киловатт. Это нужно еще прицеп огромный. И что? И сколько он жрет? Да нафиг такой электромобиль нужен? Короче, не бывает так, понимаете? Природушку не обмануть. Физика, сука, наука точная. А кто пытается обмануть физику, тот обычно падает там с 3-го этажа, да, вот так вот крылышками делает, и типа не получается.